Всем доброе утро. У нас сегодня очень такая пасмурная, неприятная погода. Я сняла наушники с зарядки. Я вчера в 3 часа ночи загружала влог, чтобы вы так понимали. У меня влог с расхождением там не в день выходит. Вот, и сегодня еще поставила на зарядку зубную щетку. Кто помнит, я покупала Xiaomi, вставлю картинку вот сюда. Очень, кстати, неплохая щетка, мне она очень понравилась. Но первые несколько раз заряда хватало на 3 месяца примерно. Сейчас как-то вроде недавно заряжала, она начала мигать красным и все. И все. Поэтому, не знаю, поставила на зарядку, посмотрим, что будет. Вчера так маникюр не сделала. Не до этого было. Я была опять вся в новостях. Вот. Сегодня приедет кум и кум, два кума. Приедут к нам в гости. Вот. Позавчера, по-моему, они звонили Юре. Приедут, наконец-то хоть кого-то увидим. Недалеко здесь живут, но транспорт только сейчас начал нормально ходить. Не знаю, ходит ли трамвай еще. Это, кстати, кремик. Мне тоже очень нравится. Но его нужно носить сразу на лицо, потому что на руки и потом переносить на лицо очень сложно. Он такой нежный, легкий, как тает. Моментально буквально тает и впитывается. Это для такой матовой кожи. Тоже для пор сужения. Сегодня, наверное, я хочу сделать кудри вот эти вот, чтобы долго голову не мыть. У меня такая пигментация повылазила. Ну, она меня особо не смущает, но, конечно, будем потом от нее избавляться. Вот, на носу особенно. И это вот мое пятнышко, оно никогда не исчезнет, даже если я буду там какие-то пилинги делать. Это мое родимое пятнышко. У меня есть даже фотография, там маленькая, совсем манюнька, и кошачья лапка. Так прикольно. Вот. Вчера волосы помыла вот той маской, помните, я вам показывала зеленый баняк? Я держала довольно долго, пока ванной была, и скажу честно, вот мамина красная, ну с красным, да, намного круче, чем вот это. Для разнообразия переодела чехол, потому что вечно еще он черный, и путаю с Юриным. У Юры тоже черный чехол на телефоне. А у меня пока что коллекция еще есть. Хорошо, что я успела купить телефон. И вот я на нем, кстати, и снимаю. Сейчас даже не в 4К снимаю, потому что, чтобы выводить быстрее. И, в принципе, большинство людей в 4К и не смотрят видео. Сейчас заправлю постель. Так, что смогу, потом Юрка закинет одеяло и все такое. И вот эта постель, мне очень она тоже нравится. Покупала в Мальве. И нужно, кстати, в роддом сложить какую-то постель. Не знаю, покупать, наверное, не буду. Буду какую-то старую брать. Но я не знаю, сколько, что туда именно надо. Простыня одна или полностью комплект, полуторка. Какой размер. Или дадут вообще, непонятно. Это, кстати, я про, наверное, 6-й роддом. Поэтому пишите, кто был в 6-м, недавно рожал, как там. Уже переходит в традицию. Буду благодарить в видео вас за донаты. Сегодня хочу поблагодарить Колыныч Валентину. Огромное спасибо, крепко-крепко обнимаю. Огромный привет вам от нашей семьи и большое спасибо за донат. Девчонки писали по поводу бандажа. У меня есть хороший бандаж, вот такой вот. Я купила, он здесь регулируется, и тут регулируется. Купила еще давно, успела, как только, но еще животика не было, думаю, пригодится. Да, он реально помогает, но его тоже часто, прям, ну, на постоянной основе носить нельзя. Вот, врач сказал, ну, постоянно носить нельзя. Так что, конечно, я периодически ношу, помогает. Такая вот корсетики есть, жесткая часть. Вот, хороший. Это, кстати, Белоснежка. Белоснежка, фирма пафов, вот эти, знаете, ватные пафы, которые не ватные диски, а пафы, тоже у них классные. Я пользуюсь. Я накрасилась немножко, привела себя в порядок. Видите, эти шарики летают. Мы включили кондиционер на тепло, и они летают сейчас, шумят немножко. В гости мужчины приедут. Кум Серега, кум Андрей, они, кстати, братья. Вот, Юрка пошел их встречать, купят пиццу. У нас здесь есть IQ пицца, кстати, неплохая и дешевая. Может, они цены и подняли, без понятия, но была пицца по 90 гривен, такие цены были очень-очень доступны. В любом случае, это дешевле, чем готовить самостоятельно. Вот, а я решила, мы, кстати, уже поменяли скатерть, клеенку. Ну, она выглядит как скатерть на кухне.
Я под столом помыла, поубирала. Там у меня был ящик с пакетами. Я думаю, у многих есть именно пакет с пакетами. У меня была целая коробка огромная из-под микроволновки с пакетами. С пакетами и с вещами, которые, знаете, вот нужно. Там блокнотики старые с паролями старыми. Тоже почистила, повыбрасывала. Кое-что на спалить. Потом уже когда-то, может, когда-то мы выберемся на шашлыки, что вряд ли еще не скоро. Надеюсь, что выберемся, я вот попалю все эти вот разные такие документные дела, бумажки. И сейчас перебираю аптечку, которая стояла у нас на кухне. Ева мне здесь помогает. Вот, хочу перебрать это витамины, которые там я пью, по срокам посмотреть. Кстати, вот этот вот кремик тоже, такая мазь, цикопласт от Ля Рош-Позе. Я обожгла руку очень сильно, и он реально помог. Вот и не первый раз он мне помогает, поэтому я, так знаете, тоже берегу его. Очень классная штука. Эти девчонки писали по поводу изжоги. Сразу скажу, Ренни не помогает, морковка не помогает, молоко не помогает. Я пробовала, хотя чуть не, извините, чуть не рыганула, потому что молоко я так не пью. Вот, и плюс у меня желудок потом будет болеть, крутить. Ну, не так, что болит, а крутит просто очень неприятно. Потом, по поводу картошки в томате. Удивитесь, я ела, изжоги не было. Был вот как раз день, я ела, изжоги не было. После картошки у меня в основном это после черного хлеба, вот если томатный сок чистый выпить, плюс там черный хлеб, тогда изжога появляется в обычное время, не беременная. Получается так, что у меня от томатной картошки в томате изжоги нет, но у меня есть изжога от яблока. То есть я в разные дни вот это вот употребляла, поэтому вот и могу точно сказать. Вот такой у всех индивидуальный разный организм, поэтому я вот Ренни, конечно, еще употребляю, потому что жалко, покупала. Почаевские или как там, Печаевские, да, вы писали, я не покупала, но вот то, что мне доктор сказала, я с ней связывалась, она сказала, что еще Маалокс хорошо. Девочки тоже отзываются, что Маалокс хорошо, но потом уже попробую. Пока, знаете, вот водичка содовая, конечно, да, помогает, и даже та же самая поляна, потом боржоми, еще вот все, что вот соленое и содовое, оно реально помогает мне. Еще я сделала такой уголок себе возле кровати, и сок, кстати, девочки, от сока тоже изжога, но так хочется, но прямо аж челюсть сводит, поэтому пью. Покажу вам вот это вот то, что на гендерпате у меня шарик был, я его потом еще раз надую, когда будет выписка. Вот, и смотрите, какое красивое покрывало, пледик, полотенце, я не знаю, как называть, очень красивое, мама подарила. Прям я вообще тащусь от него. Можно в кроватку даже просто постелить. Прям очень красивый цвет, такой насыщенный. Ой. Мне девочка еще отправила кокон для малыша. Огромное спасибо, совершенно бесплатно. Я буду, знаете, как эстафету передавать дальше. Кроватку отдам тоже бесплатно. Кокон буду передавать нуждающим тоже. И также с вещами детскими. Это очень круто друг другу вот так вот помогать. Мне вот даже порой кажется, что это реально как бумеранг просто возвращается. Я очень много вещей отдавала девочкам. Просто так отдавала. Хороших вещей. Также я, ну, конечно, это все не на камеру. Я помогала бабушкам всегда, да, давала больше на 50 гривен, на 100 гривен бывало, смотря какие, да, деньги были в кошельке, какие заработки. То есть это было довольно часто, поэтому я считаю, что это все-таки бумеранг, и вот если вы помогаете, то вам тоже помогут обязательно. Что касается, кстати, моего самочувствия, вот малыша, хотела у вас спросить, было ли у вас такое именно, что на ночь, вот с 12 ночи начинается такое ощущение, что малыш берет, так как он сейчас вниз головой у меня, он берет руками, ногами, отталкивается от позвоночника, живот еще больше натягивается, и вот такое напряжение, что не вздохнуть нормально, не перевернуться, не встать, не сесть. Было ли у вас такое? Что хотела сказать по поводу коляски, это вот Карелла, да, Эпика, мне очень нравится дизайном, но я ее вживую толком не щупала, и когда ходила, мне вот это вот Байер нравилось. Вот, но она сейчас очень подорожала вообще. Новую, если брать, БУ так толком и не найдешь, именно Байер. Надеюсь, я правильно сказала.
А то, что я вам показывала в предыдущих влогах, фотографию вставляла, хочу сразу отметить, что да, спасибо за ваши, конечно, рекомендации, ну, насчет колясок, да, вы же уже там опытные знаете, это я зеленая еще. Так вот, да, я делаю акцент на то, чтобы капюшон, да, он был довольно большим, чтобы ребенка можно было закрыть от солнца. Там как раз очень хороший этот капюшон. И еще колесики. Колесики, конечно, обращаю внимание обязательно. И хочу отметить такой важный момент, то что у нас дороги очень ровные. Тут реально сделали ровные, там, где я буду гулять, в принципе, с ребеночком. Дороги все ровные. Я очень давно пиццу не ела, такую заказную, поэтому сейчас тащимся. Кумовья уже приехали. Серега, Ева не дается гладиться. Да, она меня не подпускает даже вот так. Не надо меня гладить. Ты что, странный, не надо меня. Не-не-не, сказала. Не-не-не, сказала. Уже когти начинает выпускать. Да. Кусь, 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 кусь. Все, сейчас получишь. Какой? Ну, что ты такая вредная? Ну да, поглажу, тебе ж приятно. Неприятно. Она уже когти начинает. Да, сейчас она еще кусь тебе сделает. Она ж не знает. Кусь, кусь, кусь. Кусь. Все. Нянь. Все, ребята уехали уже, вызвали такси. Я сегодня никуда на улицу не выходила. Фух, я очень хочу спать. Сейчас как раз Серега порекомендовал сериал «Под куполом» называется. Не знаю, тоже можете написать какой-то такой интересный сериал, чтобы с мужем можно было смотреть. Знаете, не этот бабский, не как там, ну, наши женские сериальчики, вы знаете, да? А именно, чтобы с мужчиной можно было посмотреть. Пишите в комментариях. Вот, сейчас начнем «Под куполом» смотреть. Юра делает чай, я почти засыпаю. Не знаю, как-то так сегодня я бы не сказала, что я тоже хорошо спала. Вот, и Серега с Андрюхой привезли мне в этих витамин, апельсины, бананы, шоколадку большую, йогурт, вкусняшек всяких. Сейчас буду точить и, наверное, под сериальчик задремаю. Но поставлю выводить влог, потому что завтра, я думаю, что уже многие привыкли утром смотреть в 8 часов утра по киевскому времени мой влог. Так что мы вам передаем пока-пока и до завтра.